Здравствуйте, уважаемые коллеги-садоводы! Как добиться того, чтобы каждый цветок на наших томатах превращался в крепкий налитый плод? Опираться будем исключительно на проверенную агрономию. Почему же опадают цветы у томатов? Главное правило, которое нужно просто запомнить — томат обожает стабильность. Это буквально залог успеха. Чтобы нежный бутон стал тяжелым помидором, растению нужен абсолютный баланс. Температура, влажность, питание — все должно быть ровным, без экстремальных скачков. Стоит только одному фактору резко измениться, и куст понимает: так, я не вытяну этот плод. Что он делает? Правильно, просто сбрасывает цветок в целях самосохранения. Это не болезнь, это банальная защитная реакция. Ошибка, которую совершают очень многие — избыток азота. Посмотрите, какая колоссальная разница. Если продолжать щедро кормить томаты азотом во время цветения, они начинают банально жировать. Узнаете картину? Куст огромный, темно-зеленый, стебли толщиной с палец, листья как лопухи. Красота. Но только все силы растения уходят в эту шикарную ботву. До завязи ему просто нет дела. Кисти так и остаются пустыми, потому что приоритеты у куста сейчас совершенно другие. Он строит листья, а не плоды. Вывод напрашивается сам собой. В период цветения решительно жмем на тормоза с азотными подкормками. Бурный рост зелени нам больше не нужен. Нам нужно заставить куст перенаправить свою энергию на формирование и сохранение завязей. Природа томата не позволяет ему одновременно растить гигантские кусты и кормить тяжелые плоды. Так что меняем рацион и искусственно задаем правильный приоритет. Температурный стресс и правильный полив. Томаты просто не выносят крайностей. Если почва пересохла, это моментальный стресс. Питание к цветкам не поступает, и куст тут же от них избавляется, чтобы выжить. Залили грядку так, что вода стоит, ничуть не лучше. Корни задыхаются без кислорода, начинают подгнивать, и результат тот же — цветы на земле. Поэтому спокойный, равномерный полив, без засухи и без болотца — это тот самый фундамент, без которого хорошего урожая просто не видать. И еще один важнейший момент — температура. Оставили теплицу закрытой в жаркий день, она за пару часов превращается в настоящую парилку. При сильной жаре происходит невидимая катастрофа. Пыльца банально становится стерильной. Цветок цветет, но опылиться физически не может. Поэтому регулярное сквозное проветривание — это не прихоть, это абсолютная необходимость для спасения наших завязей. Питание для хорошей завязи. Как мы уже выяснили, азот мы убрали. А что даем взамен? Цветущим томатам нужна целенаправленная диета – фосфор и калий. Именно эти элементы дают растению четкий сигнал. Все, хватит тянуться вверх, пора закреплять бутоны. Фосфор и калий – это главные строительные блоки для будущего урожая. Они делают цветоножки крепкими, чтобы цветы просто не смогли осыпаться. Не забудем и про бор. Это тот самый микроэлемент-спаситель, который используют для надежной фиксации завязей и улучшения качества пыльцы. Но, внимание, тут есть золотое правило. Работаем с бором с ювелирной точностью. Чуть переборщили и получили химический ожог листьев, который нанесет куда больше вред. Как говорится, лучше не докормить, чем перекормить. Строго следуем инструкциям. Как помочь опылению? Представьте, у вас идеальный полив, прекрасное питание, комфортная температура. Но в закрытой теплице есть один хитрый барьер — неподвижный воздух. У томатов тяжелая пыльца, и чтобы произошло плодотворение, она должна физически осыпаться вниз, внутрь цветочка. Нет малейшего ветерка, пыльца лежит на месте, цветок пустует, сохнет и падает. Куст шикарный, а помидоров нет. Решается это проще простого, и причем абсолютно бесплатно. Рано утром заходим в теплицу и легонько, аккуратно постукиваем по стволам или цветочным кистям. Открываем настежь форточки и двери, создаем легкий сквозняк. Этого минимального движения уже достаточно, чтобы пыльца полетела куда нужно. Одно простое действие, а завязей становится в разы больше. Главный секрет — это системность и спокойный ровный уход. Томату не нужны чудеса. В момент формирования кисти ему нужны просто нормальные сбалансированные условия без лишних стрессов.